Всем привет на канале Favorite Fishing. Просматривая ваши комментарии и вопросы, мы часто обращаем внимание на то, что многие неправильно интерпретируют информацию, которую мы указываем на удилище. Поэтому мы решили снять серию роликов и рассказать о том, что мы пишем на удилищах и зачем. Начнем с артикула модели. Я думаю, многие замечали надписи на удилищах типа Sky 762 ML или BB 762 ULT. Обычно люди не очень обращают внимание на такие вещи и считают, что это что-то, что нужно для торговли или логистики. Но в наш артикул мы зашиваем самую важную информацию об удилище. Причем формат достаточно понятный и универсальный. Сейчас я его вам расшифрую. Первые буквы означают, естественно, название. То есть Sky — это Skyline, BB — это Bluebird. Две первые цифры означают длину удилища в футах и дюймах. Так уже сложилось, что по традиции длина удилища указывается не в метрической системе. И мы следуем этой традиции, но на бюджетных удилищах иногда указываем длину в метрах, для того, чтобы было проще ориентироваться новичкам. На самом деле перевести футы и дюймы в метры очень просто. Наберите запрос в Google, и он сделает все за вас. На самом деле здесь очень большая точность нам не нужна, просто запомните три цифры. 7 футов — это 2,10, точнее 2,13, но округлим до 2,10, это откровенные коротыши. 8 футов, 2,40, это все, что от 7 до 8 футов, это универсальная длина, которая подходит как для лодки, так и для берега. И, наконец, 9 футов, 2,70. Это уже длинные дальнобойные удилища. Третья цифра в артикуле означает количество частей в удилище. То есть двойка — это двухчастное удилище, единица — это одночастник. Тревелы маркируются, например, четверкой, то есть они состоят из 4 частей. Следующая буква или буквы — это класс мощности удилища. Напомню, что здесь нет четких стандартов. Есть какие-то общепринятые значения, и мы стараемся следовать этим значениям. Еще момент, что чем мощнее удилище, тем больше будет разброс в значениях. Итак, UL — ультралайт, где-то до 7 грамм. L — light, приблизительно до 12 грамм. ML — medium light, до 16-18 грамм. M — medium, до 21-25 грамм. MH — medium heavy, до 28-35 грамм. H — heavy, до 40-60 грамм. Наконец, EXH — extra heavy с тестом до 80-100 грамм. Но есть нюанс. Класс мощности можно рассматривать только внутри одной линейки. В зависимости от предназначения удилища, соответствие класса мощности и теста может меняться в очень широких пределах. Яркий пример — это джиггинговая ловля. Ультралайт джиггинг — это вертикальная ловля в море, обычно считается с весами до 45 грамм. При этом удилище маркируется UL. Но согласитесь, странно было бы говорить, что удилище 661 Heavy с тестом до 45 грамм подходит для ультралайтового джиггинга. На самом деле я считаю, что такое разделение по классам мощности вполне самодостаточная система, потому что тест удилища — это тоже понятие очень субъективное. И о тесте мы поговорим в следующий раз. Но вернемся к артикулу. Иногда в некоторых удилищах, а именно в микроджиговых, добавляется еще одна буква. Буква S означает solid, то есть вклеенная цельная вершинка или вклейка. Буква T означает тубуляр, то есть полый бланк, причем не вклеенный, бланк цельный. Конечно, такая система новичку может показаться сложной и непонятной, но для продвинутого спиннингиста, который ловил многими удилищами, она очень удобна. Если мне скажут 762 эмашка, я сразу понимаю, о каком удилище идет речь и где я его могу применять.
Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если остались вопросы, пишите их в комментариях и не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео, в котором мы расскажем о тесте удилища. Пока!